Все началось в одном из тихих пригородов, где жизнь текла размеренно и беззаботно. Однажды ранним утром, когда улицы только начинали пробуждаться, полиция обнаружила первое тело. Местные жители не сразу поняли масштаб произошедшего, и лишь спустя несколько недель стало ясно — в их среде появился настоящий маньяк. На месте преступления рядом с телом оказалась необычная находка — загадочная записка, исписанная неразборчивыми символами. Сначала ее сочли за глупую шутку, что-то вроде попытки сбить следствие с толку, но вскоре стало ясно, что это часть более сложной игры. Некоторые местные жители вспомнили, что за несколько дней до этого видели подозрительную фигуру, но никто не мог точно описать ее. У маньяка не было ни особых примет, ни стандартного плана действий. Единственным, что объединяло все его жертвы, были бумажные загадки, оставленные на месте преступлений. Эти записки напоминали некий алфавит, но на языке, известном только самому преступнику. Сначала полиция держала все в тайне, не желая сеять панику среди населения. Однако вскоре дошло до того, что подобные случаи начали повторяться и в других городах. Слухи о таинственном маньяке разнеслись быстро, и в самые короткие сроки даже скептики стали напряженными. Никто не знал, кто будет следующей жертвой, и каждому приходилось быть настороже. Следствие работало, не покладая рук, но каждый раз наталкивалось на тупик. Некоторые СМИ даже начали называть его призрачным маньяком. Исчезал он так же быстро, как и появлялся. Прежде чем мы начнем вникать в суть его зловещих посланий, важно понять, как эти тени прошлого начали влиять на повседневную жизнь обычных людей. Записки страха — странные символы, оставленные на месте преступления. После первых жутких находок внимание полиции привлекли странные символы, оставленные на месте преступлений. Эти загадочные знаки были начертаны так, что казались частью древнего или вымышленного языка. Некоторые заметили сходство с рунами, другие — с ребусами или головоломками. Каждый новый след усиливал страх среди местных жителей. Записка, найденная у первой жертвы, стала лишь началом этой устрашающей цепочки. Каждое последующее послание открывало новую порцию тайн, уводя следствие в тупик. Символы, несмотря на свою внешнюю хаотичность, казались осмысленными. Их повторение и последовательность намекали на скрытый смысл. Эксперты, привлеченные к делу, пытались разгадывать послания, но любые попытки расшифровки оканчивались неудачей. Некоторые даже предполагали, что это код, лишь маскирующий истинные намерения преступника. Каждый новый шаг только подогревал интерес и страх, ведь маньяк оставался неуловим. Слухи о таинственных записках быстро распространялись. Жители окрестных районов начали замечать подозрительные рисунки на стенах и сооружениях, что только усугубляло паранойю. Вскоре каждый стал подозревать всех вокруг, предвидеть, где может появиться следующая жертва этого зловещего автора. Секретность и скрытность маньяка вызвали волну обсуждений и догадок, а также разожгли интерес у журналистов и исследователей, стремящихся раскрыть загадку. Пока общественность гадала, что означали эти символы, полиция усиленно искала хоть малейшую зацепку. Между тем, таинственный преступник оставлял все больше своих визитных карточек, демонстрируя, что он всегда на шаг впереди. Перед нами открываются загадочные символы давления и страха, требующие все больших усилий для их разгадки. Вскоре подобные записки начали появляться и в других городах, что подняло вопрос: неужели маньяк расширяет свою игру? Какую роль играют его закодированные сообщения? Шифры, которые никто не может разгадать, загадочные коды убийцы. По мере того, как расследование продвигалось, загадочные шифры стали настоящей головоломкой для лучших умов. Каждый символ словно улыбался своей загадочностью, будто заранее зная, что их тайна не будет раскрыта. Полиция привлекла криптографов и экспертов по лингвистике, но даже они оказались бессильны. Код был настолько сложным, что некоторые начали сомневаться, существует ли вообще его разгадка. Каждое новое убийство приносило с собой свежую порцию таинственных символов, которые, казалось, были связаны неким общим узором. Однако, как только расшифровщики думали, что нашли ключ, картина менялась, словно преступник предугадывал их шаги. Такое чувство, что он играл с ними в запутанную игру, наслаждаясь их беспомощностью. Символы были непредсказуемым переменным в уравнении, которое казалось невозможно решить. Специалисты начали делиться мнением, что шифры могут представлять собой нечто более глубокое, чем просто набор случайных знаков. Возможно, это был способ передать свои мысли или даже запутать следствие, создавая иллюзию смысла там, где его не было. Однако настоящий мотив оставался скрытым за завесой тайн. В то время как лучшие специалисты пытались разгадать загадку, маньяк оставался неуловимым, как сама тень. Вопрос о том, действительно ли можно разгадать эти послания, остался открытым. Тайна шифров увлекла и простых людей, которые, надеясь стать героями, пытались своими силами разгадывать эти загадки. Некоторые даже создавали онлайн-сообщества, чтобы делиться находками и догадками, но все тщетно. Маньяк продолжал оставаться на шаг впереди. С приближением к новым главам этой страшной истории становится ясно, что шифры — это не просто символы.
Они несут в себе ключ к пониманию темной сути этого преступника, но пока этот ключ остается недоступным. Гениальный преступник или просто безумец? Что движет этим человеком? Загадочный маньяк продолжает оставлять за собой следы, не поддающиеся никакой логике. Кто же он? Гениальный преступник, скрывающийся за маской безумца, или просто человек, стремящийся к хаосу? Его поведение вызывает немало вопросов у экспертов. Многие утверждают, что его действия слишком продуманы, чтобы быть делом рук безумца. Его возможность обмануть следствие и оставаться на свободе столь долго говорит о невероятной изобретательности и хитрости. Он словно понимает алгоритмы работы правоохранительных органов и использует это знание в свою пользу. Но что движет этим человеком? Психологи предлагают разные теории. Одни считают, что он получает удовольствие от своей игры с полицией, другие склоняются к мысли о некой личной мести или даже идеологической миссии. Однако, как ни старайся, ни одно объяснение не подходит идеально, оставляя лишь новые вопросы. Его методы изощренны и продуманы до мелочей. Каждое нападение тщательно спланировано, и каждое преступление становится его очередным шедевром. Странно также и то, как он, казалось бы, жонглирует своими мотивами. Ни одна жертва не похожа на другую, и ни одна из них не имеет видимой связи с преступником. Почему именно они? Быть может, он выбирает их по какой-то неизвестной нам системе, или же это просто случайность. Каждое новое преступление открывает новые горизонты для следствия, но одновременно и запутывает дело еще больше. Преступник, словно увлекательный роман, открывается с каждой новой страницей, но читается все сложнее и сложнее. Возможно, только время раскроет его истинные намерения и мотивы, а пока мы можем лишь гадать. С каждым новым шагом маньяк продолжает свою загадочную игру, и кажется, что его истинные цели еще далеки от разгадки. Возможно ли понять его мотивы? Психология таинственного преступника. Загадочный маньяк продолжает оставлять за собой следы, не поддающиеся никакой логике. Кто же он? Гениальный преступник, скрывающийся за маской безумца, или просто человек, стремящийся к хаосу? Его поведение вызывает немало вопросов у экспертов. Многие утверждают, что его действия слишком продуманы, чтобы быть делом рук безумца. Его возможность обмануть следствие и оставаться на свободе столь долго говорит о невероятной изобретательности и хитрости. Он словно понимает алгоритмы работы правоохранительных органов и использует это знание в свою пользу. Но что движет этим человеком? Психологи предлагают разные теории. Одни считают, что он получает удовольствие от своей игры с полицией, другие склоняются к мысли о некой личной мести или даже идеологической миссии. Однако, как ни старайся, ни одно объяснение не подходит идеально, оставляя лишь новые вопросы. Его методы изощренны и продуманы до мелочей. Каждое нападение тщательно спланировано, и каждое преступление становится его очередным шедевром. Странно также и то, как он, казалось бы, жонглирует своими мотивами. Ни одна жертва не похожа на другую, и ни одна из них не имеет видимой связи с преступником. Почему именно они? Быть может, он выбирает их по какой-то неизвестной нам системе, или же это просто случайность? Каждое новое преступление открывает новые горизонты для следствия, но одновременно и запутывает дело еще больше. Преступник, словно увлекательный роман, открывается с каждой новой страницей, но читается все сложнее и сложнее. Возможно, только время раскроет его истинные намерения и мотивы, а пока мы можем лишь гадать. С каждым новым шагом маньяк продолжает свою загадочную игру, и кажется, что его истинные цели еще далеки от разгадки. Неуловимый как призрак, почему его никогда не удается поймать? Маньяк завуалирован, словно ночной туман, его лицо невозможно запечатлеть камерами наблюдения, и ни один свидетель не может его описать. Некоторые считают, что он обладает уникальными навыками маскировки или даже работает с кем-то изнутри системы. В каждой истории о его преступлениях есть ощутимый элемент театральности, словно он режиссирует свои действия, начиная от момента появления на сцене до момента исчезновения за кулисами. Каждый раз полиция оказывается в тупике, и маньяк издевается над ними, оставляя за собой лишь тени. Место преступления всегда тщательно вычищено, не оставляя ни следов ДНК, ни отпечатков пальцев. Иногда кажется, что он берет пример с лучших шпионов, точно зная, когда и как исчезнуть. Каждое его преступление напоминает сложную шахматную партию, где он всегда делает ход раньше. Полиция раз за разом пытается его поймать, организовывая засады и устанавливая скрытые камеры, но все их усилия оказываются напрасными. Быть может, он использует технологии, доступные не каждому, или он действительно обладает интуицией зеркальной пятиходовки полиции. Каждое его новое преступление вызывает панику, и его появление всегда внезапное, как гроза в ясный день. Полиция не раз пыталась создать цифровой профиль преступника, но и тут маньяк остается вне доступа правоохранительных органов. Он словно совершенен в своем деле, и его действия вызывают потрясение. Маньяк неуловим, как призрак, и каждый его шаг — это еще одна глава в запутанной истории, которую никто не может до конца понять.
Но как будет развиваться эта мрачная история дальше? Сможет ли он сохранить свою неуловимость, или в один прекрасный день следствие найдет ту единственную зацепку, которая выведет его на чистую воду? Остается ждать, пока кто-то найдет слабое звено в его цепочке. Попытки взломать код, как лучшие умы не смогли разгадать загадку. Когда загадочные коды впервые заинтересовали общественность, сразу нашлись те, кто был уверен, что сможет их разгадать. Однако даже самые опытные эксперты по криптографии и лингвистике оказались в тупике. Полиция, понимая, что с загадками лучше всего справляются умные умы, привлекла специалистов со всей страны. Они надеялись, что свежий взгляд поможет распутать этот узел. Каждое новое преступление приносило с собой свежий набор символов, и казалось, что они должны были сложиться в единую картину. Но как только криптографы пытались выявить закономерности, маньяк словно предугадывал их действия и усложнял шифры. Некоторые специалисты даже выдвинули теорию, что маньяк выращивал свои интеллектуальные способности на всякого рода головоломках и загадках. Однако, несмотря на бесчисленные попытки, единой разгадки так и не нашлось. Между тем, к делу подключились и независимые исследователи, обычные люди, вдохновленные идеей разгадать тайну. Вскоре в интернете начали появляться форумы, посвященные обсуждению шифров маньяка. Люди делились своими находками, строили гипотезы, и некоторые даже искали помощь у искусственного интеллекта. Несмотря на обилие идей и теорий, истинный смысл символов оставался неуловимым, как и сам преступник. В какой-то момент дело дошло до того, что даже властям пришлось обратиться к общественности с просьбой помочь в решении этой головоломки. Однако, несмотря на такие массовые усилия, маньяк продолжал оставаться на шаг впереди, оставляя всех, несомненно, пораженными. Эффект от его загадок был невероятен. Он сумел завлечь в свою игру даже тех, кто не имел никакого отношения к расследованию. Возможно, это и было частью его плана не только оставаться неуловимым, но и заставлять людей участвовать в его зловещей игре. И все же, что скрывается за этими символами? Ключ к разгадке по-прежнему находится где-то в недосягаемой тени, ожидая подходящего момента, чтобы быть найденным. Что скрывается в глубине его сообщений? Зловещие тайны и указания тайна, скрытая в посланиях маньяка, вызывает трепет даже у самых опытных исследователей. Каждое новое преступление приносит за собой зашифрованные сообщения, которые, казалось бы, содержат намеки на его следующие шаги. Анализируя десятки таких записок, эксперты отмечают, что символы не просто случайные знаки, они структурированы словно части загадочного пазла. Некоторые исследователи даже предположили, что каждая записка содержит координаты или время следующих действий маньяка. Однако, каждый раз, когда казалось, что разгадка близка, все оборачивалось иначе, а маньяк продолжал оставаться на шаг впереди. Возникает вопрос, что же на самом деле скрывается за этими посланиями? Некоторые считают, что они могут быть целым миром, в который маньяк приглашает своих игроков, но только он знает правила этой игры. Каждый из его писем — это не просто текст, это целая история, в которой он раскрывает детали своей темной жизни. Возможно, в этих сообщениях он оставляет улики о своей личности или прошлых событиях, которые могли повлиять на его развитие как преступника. Вскоре исследователи начали замечать некий повторяющийся мотив в этих посланиях. Нечто из детства или травмирующего опыта, что маньяк все время излагает через символы. Он словно открывает миру часть своей боли, оставляя следы своей внутренней борьбы в каждом из его преступлений. Но несмотря на все усилия специалистов, которые день и ночь работают над расшифровкой этих сообщений, истинное значение символов остается загадкой. Что может скрываться в глубине этих посланий? Может, они не только о нем, но и о нас, тех, кто стремится их разгадать. Может, в какой-то момент одна из загадок приведет нас к ответу, который изменит все наше понимание этого дела. Каким бы сложным ни оказался путь, стоит помнить, что разгадка может оказаться где-то рядом, и, возможно, именно она принесет долгожданное завершение этой жуткой игры. Может ли будущее дать нам ответы? Новые технологии против старых кодов будущее может предложить больше надежды в разгадке загадочных шифров маньяка, чем прошлое. С развитием технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые компьютеры, появляется шанс взломать даже самые сложные коды, которые покоряются лишь единицам. Искусственный интеллект способен анализировать огромные массивы данных, выявляя даже малейшие закономерности, которые могли быть пропущены человеческим глазом. Он может сравнивать тысячи версий кода, пробуя всевозможные комбинации, чтобы вытащить на свет скрытую суть. Квантовые компьютеры со своей невероятной мощностью обещают решить задачи, которые кажутся невозможными для современных систем. Они могут рассматривать шифры маньяка с невообразимой скоростью, многократно увеличивая шансы на расшифровку. Вскоре станет возможным внедрять эти технологии в расследование, что даст возможность правоохранительным органам проникать быстрее и глубже в суть проблемы. Возможно, именно они станут ключом к разгадке длинной цепи загадок, оставленных маньяком. Однако не только технологии могут стать ответом. Краудсорсинг набирает обороты, предлагая
объединить усилия множества людей, чтобы совместными силами найти решение. Уже сейчас в интернете существуют платформы, где тысячи людей обсуждают и анализируют загадочные записки маньяка. Каждый новый участник может внести свою лепту, предложив свежий взгляд или неожиданные открытия. Маньяк, безусловно, рассчитывает на свою неуловимость, но мир технологий не стоит на месте. Быть может, вскоре удастся найти ту самую ниточку, которая приведет к раскрытию более широкой сети его деяний. Раскрытие кода сможет не только остановить преступника, но и дать ответы на бесчисленные вопросы, что волнуют общественность. И пусть пока не все усилия приводят к успеху, каждый шаг сближает нас с долгожданным днем, когда загадка маньяка будет раскрыта и его тень исчезнет навсегда.